Всем доброго утра, хорошего дня, уютного теплого вечера и мирного неба над головой. Я Надежда, и вы на моем канале, который называется Надежда Жилова. Сегодня я хочу вам показать, как вяжется пятка стронг. Она имеет такой вид. Здесь я просто решила сделать резиночкой прибавочки. Но это можно делать и лицевыми, и изнаночными петлями. Вот она такая, удобно облегает пятку. Автор этой пятки Гердина Кроуфорд Стронг, поэтому и называется пятка Стронг. Это она ее разработала, полностью решила все проблемы с ее вывязыванием. Создала таблицу по отношению к общему количеству петель и количество петель, которые должны быть на пятке. По прибавкам, по убавкам. Все это ее заслуга. Поблагодарим ее. Не надо ничего самим изобретать, а следовать указаниям великой Гердины Кроуфорд Стронг. Все у нас получится. Табличку я вам сейчас покажу. Будет табличка. Если слишком мелко, потому что я ее укрупняла как можно, что-то у меня там не получилось. Просто набираете пятка Стронг таблица, и вы сможете ознакомиться с этой таблицей лично. Если вас заинтересовала эта пятка, приступаем вязать. Итак, я набрала 44 петли, провязала резинку, разделила петли на пятку и верхнюю часть, то есть у меня здесь 22 петли, здесь 22 петли. Я выделила центральные 2 петли, вокруг которых я буду делать прибавки для пятки. Следуя таблице, у меня на нижней части, на спице, где у меня находятся петли для пятки, должно получиться 40 петель. То есть я должна прибавлять до тех пор, пока у меня получится 40 петель. Я решила выделить пятку, начать ее вязать резинкой 2 на 2, то есть продолжить вязать резинкой 2 на 2. Вот у меня центральные 2 лицевые петли резинки, все остальное я буду вязать лицевыми петлями. Сейчас довяжу до центральных 2 петель и начну уже прибавлять петли для увеличения пятки. Так, здесь я маркер переснимаю, провязываю одну лицевую петлю и вторую, то есть у меня после вот этой второй уже начинается ряд. Так как я замкнула в ряд, вот у меня, видите, начало ряда, замкнула в ряд, и дальше у меня уже пошло, вернее, в круг, и дальше у меня пошло начало ряда. Провязала, и теперь из нижнего ряда я провязываю изнаночную петлю. То есть у меня здесь 2 лицевые, теперь мне надо будет, чтобы было 2 изнаночных, потому что я хочу, чтобы пятка у меня была резинкой 2 на 2. Дальше я вяжу по кругу лицевыми петлями. Подобралась я к прибавлению с другой стороны. Перебрасываю маркер из нижнего ряда, поднимаю петлю, надеваю ее на спицу и провязываю изнаночную петельку. 2 лицевые, 1 изнаночная, и дальше я вяжу по кругу, потому что прибавки делаются в каждом втором ряду. Сейчас я провяжу по кругу, потом опять уже подобралась к прибавкам, провязываю изнаночную петлю, которая у меня уже была прибавлена, провязана в одном ряду, снизу поднимаю петельку, провязываю еще 1 изнаночную петлю.
Дальше вяжу по кругу и то же самое проделаю здесь. Прибавлю еще одну изнаночную петлю. Довязала, переснимаю маркер, набрасываю петлю нижнего ряда на спицу и провязываю изнаночные. Уже у меня тут 2 изнаночные. Следующий ряд вяжу без прибавок. Начинается новый круг. Провязываю 2 изнаночные. И здесь мне надо сделать прибавку. Из нижнего ряда поднимаю петлю, надеваю ее на спицу, и теперь я провязываю лицевую петлю. То же самое я проделаю с этой стороны. И так, чередуя ряды с прибавками и без прибавок, я в ритме резинки 2 на 2 прибавлю нужное мне количество петель. То есть у меня сейчас здесь, вернее не сейчас, а изначально на спице для пятки было выделено 22 петли. Значит, мне надо прибавить 8 петель, чтобы было 40 петель на пятый. Итак, прибавлены 18 петель, и всего на пятке у меня 40 петель. По-моему, я там, когда начинала эти прибавки, сказала 8. 18 петель. Это обычно технические ошибки. Итак, вот у меня 2 центральные петли, от которых у меня начинались прибавки. Теперь от этих же 2 центральных петель у меня начнутся убавки. Провязываю 2 петли вместе. Следующую петлю провязываю, разворачиваюсь, первую петлю снимаю, провязываю 3 петли, это та петля, где я провязала 2 петли, потом 2 петли средние, провязываю 2 петли вместе, следующая петля. Да, я хочу сказать, что донышко я буду вязать полностью лицевыми петлями, то есть это уже будет у меня подошва лицевой гладью. Самые прибавки пятка у меня выделена как резинка 2 на 2, дальше уже вязание идет лицевой гладью. Снимаю петлю, провязываю петли, вот здесь прям видно, просится у меня соединиться 2 петли. 2 петли вместе, следующую петлю провязываю лицевой, разворачиваюсь, и таким образом я буду провязывать до тех пор, пока у меня не восстановится 22 петли на пятке. Первую снимаю, следующие петли провязываю изнаночными, это изнаночная сторона у меня. И опять вот видно, прям видно, что эти 2 петли просятся объединиться. Я провязываю 2 петли вместе, следующая петля изнаночная. И продолжаю уменьшать петли. Кто знаком с французской пяткой, она же косынка, она же подкова, то, я думаю, уже понял, что здесь убавки производятся так же, как при вывязывании французской пятки, либо подкова, как она еще может называться. Ничего сложного в этом нет. Вот уже такое вырисовывается у меня донышко. Сейчас закончу и вернусь к вам. В лицевом ряде я сделала убавку. Вот у меня еще одна петля здесь. Я ее провязываю и перехожу на вязание по кругу.
Сейчас я довяжу до противоположной стороны пятки и расскажу, что я буду делать дальше. Провязала я петли верха носка. И опять я уже на подошве, где надо провязывать пятку. Одна лицевая, затем вот расстояние между ними 2 вместе, и провязываем все пятки, все петли пятки. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Что-то я там ниточку потеряла. Ладно, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 петли у меня на пятке оказалось. Вот таким образом я закончила вывязывать пятку. Сейчас я разберусь с потерянной ниткой, да, потом пятка связана. Это стенки пятки, это донышко пятки. Все четко, как предложено по таблице. Я делала все по таблице. Я не удваивала вдвое, вернее, удваивала количество петель, я сделала по таблице. То есть на 4 петли меньше у меня получилось, когда я прибавляла от общего количества, что мы набирали по кругу. И потом, когда я заканчивала уже вязать убавки, очень красиво перешла уже по кругу. Последнюю убавку я сделала с этой стороны. И я считаю, что получилась неплохая пяточка. Сейчас я провяжу еще несколько рядов и покажу вам полностью результат. Вот получилась такая пятка. Так она смотрится сзади. Так она смотрится снизу. В принципе, пяточка очень хорошая. Хорошо садится на ножку. Очень хорошо облегает. Если вам понравилась такая пятка, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забудьте подписаться на мой канал. Ну а на этом я буду с вами прощаться. Всем спасибо. Берегите себя, своих родных и близких. До новых встреч. Пока-пока.